Привет все, и сегодня я хочу с вами поговорить о сериале «Одна из многих». Это не будет каким-то пересказом, это просто мое видение, мои мысли после просмотра этого сериала. Начнем, пожалуй, с того, что я после просмотра сериала прочитал пару рецензий обывателей интернета и любителей сериалов о том, что Винс Гиллиган, режиссер, очень известный, работавший над такими сериалами, как «Во все тяжкие» и «Лучше звонить Солу». Также он работал над моим любимым сериалом 90-х, это «Секретные материалы». Здесь не будет никаких резких переходов, просто буду говорить, разговаривать, выражать свои мысли по этому поводу. И начнем с Винса Гиллигана. Когда он прочитал сценарий Рейси Хорн, она расплакалась. Для меня это было очень трогательно, это очень круто. И она сказала согласна на эту роль. Она, кстати, играла возлюбленную в сериале «Лучше звоните Солу». И после завершения первого сезона Винс сказал о том, что он теперь будет снимать этот сериал для нее, пока ей это будет интересно. Это на самом деле очень крутые взаимоотношения, очень теплые, дружественные. Здесь тоже меня это зацепило. Ну и, пожалуй, перейдем к самому сериалу, что он нам хотел показать и рассказать. Также я вычитал о том, что Винс Гиллиган высказывался негативно о использовании ИИ, и он очень критично к этому относится. Здесь я с ним, пожалуй, не соглашусь, так как я в повседневной своей работе использую чат GPT, и дело в том, что здесь проблема не в самом искусственном интеллекте, да, а в том, что если у человека нет идей, целей, то и чат GPT ему никак не поможет. То есть он структурирует мои идеи, сокращает время. Даже взять пример с этим видео, какую музыку наложить. Я просто делаю запрос, это мое второе видео. Поэтому он очень быстро решает такие вопросы. У меня нет никаких библиотек, каких-то там заготовок на этот счет. Поэтому для меня это было очень важно. В сериале нам показывают отсылку к ковиду, как героиня слоняется без дела по пустым локациям, накидывается бухлом. Здесь я с автором тоже не соглашусь, так как во время ковида многие очень люди поставили себе цели научиться чему-то новому, например, выучить язык. Я же лично установил FL Studio, купил книжку по теории музыки и начал изучать теорию музыки. Параллельно я отучился на права, дабы у нас можно было уехать на автодром, там тебя тем более никто не трогает, никого нету, ты спокойно учишься. Да, было сложно, но время все равно шло. Пишите в комментариях, какие вы цели ставили перед собой во время локдауна. Ограничения не делают человека пустым. Пустым его делает отсутствие стержня внутри. Если у человека нету стержня, цели, то и если он ленивый, то и ждать особо тут нечего. Также в сериале затрагивается проблема коллективного разума и одинаковости. Здесь я с автором согласен о том, что сегодня у нас возникли культ ЗОЖ, культ диет, культ вегетарианства, культ инфо-цыганства. И автор позволил себе посмотреть, что будет дальше. Да? Это пример с яблоком, что это тоже является частью жизни, и его нельзя сорвать, а ждать, пока оно упадет. В результате люди, конечно же, просто умрут от голода. Следующую проблему я увидел, она, на мой взгляд, самая любимая, это Инстаграм и утеря уникальности. Загляните в свои старые фотоальбомы, посмотрите, какие там все разные фотки, классные практически, потому что пленка была ограничена, все готовились к этому щелчку фотоаппарата. А сегодня посмотрите, что в Инстаграме у всех одинаковые фильтры, одинаковые
локации, одинаковые ракурсы, одинаковые маски на лицах. И когда самовыражение становится шаблоном, это уже не самовыражение. Этот сериал не дает нам ответов на все вопросы, но напоминает нам о нашей индивидуальности, что это ответственность, ее нельзя переложить на систему, на общество, на алгоритмы. И сегодня гораздо сложнее быть собой, чем счастливым на фотографии в Инстаграме. Такие мысли после просмотра сериала меня посетили, с которыми я хотел поделиться с вами. Можете дополнить в комментариях, что еще я упустил. Ну и до новых встреч, увидимся!